Друзья, приветствую вас на канале, на котором я делаю обзор и отчет об эксплуатации автомобиля Huawei Late6 третьего поколения. Посчастливилось стать одним из первых обладателей этого автомобиля. И, конечно же, многие люди, которые тоже к нему присматривались, задавали вопросы. В основном всех интересовало, есть ли косяки, есть ли какие-то проблемы с качеством. Поэтому все возникающие моменты в процессе эксплуатации я чувствую ответственность, пытаюсь полностью освещать. В основном, конечно, в 99% все ездят без проблем, без каких-либо косяков. У кого-то вылезают какие-то незначительные мелочи. На этой машине я поломок никаких не наблюдал, все работало. И как получается, если мы обнаруживаем поломку, то мы едем в сервисный центр. И на сервисе уже решают, это гарантийный случай, либо же не гарантийный. Делают вам ремонт. Нужно ждать запчасти или нет, это уже другой момент. Но также бывают случаи, так называемая сервисная программа. У них это называется сервисная программа. В нашем понимании это отзыв автомобиля. Наверняка вы часто слышали, что какая-то компания отозвала там такую-то партию автомобилей, потому что была обнаружена такая-то, такая-то проблема. Значит, что это такое? Это, конечно, присуще всем маркам, и дорогим, и люксовым, и простым. Может, даже простым автомобилям и менее присуща эта проблема. Компания-производитель отслеживает все поломки, все обращения и анализирует, если какая-то поломка является, по их мнению, критичной, они определяют партию, в которой была произведена машина, к примеру, с 1 марта по 1 мая, условно говоря. Допустим, попало 3 машины с какой-то одинаковой проблемой из 5000, например. И по их мнению это уже критично. Что они делают? Они берут, направляют отзыв для всей партии, тем самым пытаясь предугадать возникшую проблему. Так делают все производители. Наш бренд не исключение. И где-то около месяца назад мне стало известно, что на мою машину, именно на мою, пришел отзыв. Есть сервисная программа. Необходимо сделать замену каких-то проводов. То есть какие-то провода в подкапотном пространстве, а также какие-то провода в районе заднего сидения. Ну, надо так надо. Кроме того, я вам скажу, что местного дилера обязывают проводить эту сервисную программу. Ну, по цепочке вниз спускают указания, и дилер обязан провести эту сервисную программу. Конечно же, производитель оплачивает дилеру эти работы, присылают необходимые запчасти. Мне сразу сказали, что мой кейс не является проблемным, это не влияет на безопасность, но раз уж есть программа, нужно выполнить. И я подгадал таким образом, чтобы привести одновременно машину на ТО на 10 тысячах, одновременно поставить защиту двигателя, там еще кое-какие вопросы решить и сделать эту сервисную программу. Машину приняли, и кроме этого сейчас некоторые наши автомобили проверяют на возможную утечку масла в редукторе. Тоже существует сервисная программа. Если вам интересно, попадает ли ваш автомобиль под сервисную программу диагностики редуктора, то вам не звонили с сервиса, можете сами набрать и спросить. Бывает так, что местные сервисы не сильно торопятся с проведением работ, у них есть текущие вопросы. И, допустим, откладывают это на ваш плановый визит на ТО. Значит, для вас эти работы, как и для меня, бесплатны, что касается сервисных программ. Значит, когда я сдавал автомобиль, распечатали с компьютера 4 или 5 листов формата А4, инструкция с фотографиями, с пошаговыми действиями, что зачем сделать.
переводом. То есть завод отправляет эту сервисную программу на дилера. И потом уже мастера в теории по этой сервисной программе шаг за шагом выполняют процедуру. Никто от себя ничего не колхозит, все идет четко по инструкции от производителя. Это как бы так в теории. На практике вышло немного по-другому. Мастера, выполняя процедуру, должны были уложиться в определенное время, якобы. Но замена проводов заняла у них гораздо больше времени. Я думаю, что дело не в том, что мастера не подготовлены, а скорее в том, что указанные часы существуют, наверное, в том случае, если ты каждый день этим занимаешься, но если же ты берешься и занимаешься этим впервые, то у тебя это всегда занимает немного больше времени. По завершении работ мне позвонили, пригласили, я приехал, поинтересовался, что же явилось причиной. Ну, в моем случае не было досконально четкого ответа, что и зачем. Сказали, что усилили соединение проводов. Какие-то там новые контроллеры установили, заменили. То есть не факт, чтобы с моей машиной случилась проблема в ближайшее время или в последующем. Но, тем не менее, это необходимо было сделать. В подкапотном пространстве я обнаружил некоторое вмешательство где-то. Все сделано очень аккуратно, красиво. Но если присмотреться, где-то видно, что использовалась изолента, где-то, видно, в общем, проведение работ. Где-то снимали пластиковые накладки возле дверей. И, что не сильно порадовало, весь перед вот здесь и в этом месте внизу был в следах от грязных рук. Это, конечно, не совсем приятно. Можно было бы, конечно, и вытереть за собой, как говорится, убрать. На следующий день утром стукнул как раз мороз минус 16, такой крепенький. Я думаю, хорошо, надо проверить обогрев лобового стекла. Я не знаю, почему именно так. Значит, если вы помните, зайдя сюда, вот здесь ряд иконок, и одна из иконок — это обогрев стекла. Это единственный вариант, единственная возможность включить обогрев лобового стекла. Правильнее сказать, нагрев. Все стекло в нитях накаливания, и включая их, таким образом стекло нагревает. Правильнее сказать нагрев, потому что есть еще и обдув лобового стекла. Зайдя в нужное меню, я не обнаружил иконки нагрева лобового стекла. Был, конечно, удивлен. Стало понятно, что, скорее всего, это произошло из-за вмешательства. Где-то, может, что-то не включили, либо что-то не так сработало. На сегодняшний момент я пытаюсь попасть снова на сервис, для того, чтобы они выяснили, что произошло. Но пока этот вопрос не решен. Если он будет решаться, то, скорее всего, на следующей неделе. Это займет время. Мне не хотелось бы откладывать на долгий ящик это. И хотелось бы сразу поделиться промежуточным вариантом, потому что у меня их накопилось несколько. Это был первый. Второй промежуточный вариант, который тоже пока еще не решен. Когда я купил машину и во время одной поездки попадал колесами в ямы, и после этого руль стал немного вправо. Я заметил, что когда уже возвращался домой, руль так вот вправо стоит. Я, в общем-то, идеалист, и такие вещи, они не совсем приятны. Значит, думаю, так, надо поехать на сервис и сделать развал. Потому что, скорее всего, это был развал. Сбился. Поехал на сервис, сделали развал. Так как это был первый развал на этой машине, не было данных в компьютере. Их взяли с книжки, все углы сделали. Все равно всю эту кривизну до конца не выровняли. Руль всегда был немного вправо. Я ездил, не обращал на это внимания. Как-то привык. И потом уже чуть позже все равно захотелось решить эту проблему, потому что
Вот, если, может быть, сейчас видно на камеру, хотя вряд ли. Двигаясь прямо, руль имеет поворот небольшой в правую сторону. Если же я во время движения выставлю руль прямо, то буквально через 100 метров машина окажется в другой полосе слева. Так вот, обратившись с этой проблемой на сервис, они сделали развал, сказали, что с развалом все в порядке, но руль на место не вернулся. Поэтому буду теперь заниматься именно этим вопросом. Постараюсь выяснить причину. Теоретически понятно, у меня и на других машинах руль выравнивали, но я рассказываю именно про эту машину на конкретном сервисе, то есть конкретно мой опыт. И третья проблемка, которую я обнаружил не сразу, а где-то спустя 7 месяцев после начала эксплуатации, некорректная работа обогрева задних сидений. Кроме того, что у нас есть общеизвестная проблема перекрестного обогрева, то есть когда включаешь одну кнопку, у тебя греет спина правая и сидушка левая. Когда включаешь другую кнопку, греет наоборот. Спина левая, сидушка правая. Это как бы решается переброской пинов. Но в моем случае ситуация другая. Вот сейчас видно, что при нажатии кнопок должно быть постепенно загораться 3 режима. Первый, второй и третий. Дело в том, что сзади стекла тонированные, и я не присматривался к количеству лампочек. Так, нажимал раньше, вижу 2. Нажимается 1 и 2, думаю, ладно, так значит и должно быть. Когда уже пришла зима, начали пользоваться обогревом. Кроме того, когда стало известно, что у нас перекрестный обогрев. В общем, я выяснил, что там должно быть на самом деле 3 лампочки и 3 режима. Но у меня почему-то 2. И тоже с этим вопросом на сервис обращался. Я пока еще по этому вопросу не был сильно настойчив, поэтому он находится в таком перманентном состоянии. Но, насколько я знаю, это только у моей машины, у всех остальных все работает нормально. В ближайшее время постараюсь разобраться, решить и доложить вам ситуацию. В продолжение к предыдущему ролику о резине, когда я сказал, что резина влияет на ощущение автомобиля в целом, да, в случае, когда я установил эту зимнюю резину, она гораздо тише по ощущениям, чем предыдущая. И шум в основном исходил из колесных арок. То есть сейчас я еду и вообще не слышу шума из-под колес. Источником шума сейчас стало боковое стекло. И иногда зависит от поверхности, от самого асфальта, насколько он пористый. Иногда все-таки идет шум из-под колес. Но когда убрался шум из-под колесных арок, я стал слышать двигатель. Как слышать? Вот, например, сейчас двигатель практически бесшумный, и его вообще не слышно. Если ты дашь 3-4 тысячи оборотов, конечно, мы услышим характерный рев, хоть и не такой сильный, как у других машин. Шума из-под колес нет. Теперь ухо может уловить работу двигателя. Вот переезд проезжаю. Сейчас тоже еще будет впереди один переезд. Постараюсь побыстрее его проехать. Очень мягко. На стоковой резине, которая идет с завода, более пластмассовый проезд был. У того же Citroёn Aircross C5, о котором я рассказывал в предыдущем ролике, у него от колес вообще не было шума. Но зато двигатель ревел так, что лучше бы шумели колеса. Примерно такая же ситуация у Toyota RAV4. От колес мало шума, от колес меньше шума, но зато, когда вы раскручиваете двигатель, и каждый раз слышите его не очень приятный рев. В рекламе этого автомобиля я встречал такое словосочетание «умный» и «комфортный». По поводу умного вроде бы все понятно. По большому счету все функции, которые присутствуют здесь, они сейчас есть в любом современном автомобиле. По поводу умного автомобиля здесь на самом деле нет сильно больших прорывов. Используется в принципе то же, что и у всех, за одним лишь исключением, что здесь нам дается
все помощники, отлично работающие, качественно работающие, отличная мультимедиа красивая, отличные камеры. Это все нам дается за достаточно небольшие деньги. Другие производители это все включают в свои топовые комплектации, и цена машины получается уже 45-60 тысяч долларов. Мы же имеем такие преимущества, заплатив примерно 32 тысячи долларов сейчас. Да, и второй момент это комфорт. Комфортабельный. Почему его называют комфортабельным? Просто маркетинговая стратегия, или же действительно это так и есть, и подчеркивается преимущество. И вот уже проездив на этой машине 8 месяцев, а также, как я уже говорил, периодически хожу, тестирую и просто сижу, рассматриваю другие машины в разных салонах, я пришел к выводу, что нужно будет этой теме уделить отдельное внимание. По вопросу комфорта соберу весь перечень преимуществ, но сейчас хотел бы сказать об одном. Это удобная посадка. Когда вы выбираете диван, то его надо выбирать в первую очередь не по дизайну, а по удобству сидения. То есть ты садишься и понимаешь, насколько тебе комфортно на этом диване будет проводить много времени. Глупо выбирать диван, исходя только лишь из внешнего вида или там, допустим, обивки кожи. И преимущество комфорта посадки в этом автомобиле я для себя выявил не сразу, а уже после того, как поездил на этой машине и садился в другие, проверял, как там. По ощущениям, не офисное кресло, но и не спортивный автомобиль, что-то среднее. Это такой вариант усредненный, который будет приемлем для всех. Я заметил, что за время эксплуатации кресло немного приспособилось под меня, скажем, приобрело форму, и посадка стала более удобная. Руль регулируется во всех направлениях. Вы можете также для себя подстроить. Места вот здесь вот по ширине настолько много, что я не встречал ни в одной машине столько много места, как в этой. Именно в ногах. Ты можешь иметь большую свободу для коленей, и особенно в длительных путешествиях это очень круто. Включить круиз, поджать ноги. Также, когда выдвигается назад сиденье, то можно вытянуть вперед ноги и даже подремать. Но самое основное преимущество от комфорта посадки я для себя заметил в положении левой руки. Правая рука в процессе движения может что-то переключать, подавать кофе и так далее. Левая рука в процессе движения, ну что с ней делать? Либо держать на руле, но если нужно сменить, то вы ее кладете на дверь, на подлокотник двери. И вот этот вот момент здесь продуман очень четко, потому что практически во всех машинах мне лично неудобно держать руку. Либо нужно вперед ее отводить, либо она больше прижимается к корпусу. Второго поколения ощущение такое уже, и ты прижимаешь руку к себе и получаешься в таком более скованном положении. Здесь это вот спокойно, вальяжно раскинулся. Точно такое же положение и удобство я отметил в автомобиле Audi Q7, Honda CR-V и, скорее всего, Hyundai Palisade. Конечно же, из тех машин, которые я просматривал, я сюда не беру линейку каких-то топовых BMW, Mercedes'ов, Ягуаров, Land Rover'ов. Я думаю, там с этим полный порядок. Но из большинства всех автомобилей, которые попадают в нашу категорию, я заметил только 3, в которых эта посадка очень удобна. Также были машины, в которых просто настолько неудобная посадка, что удивляешься, как люди вообще могут на них ездить.
Здесь есть ощущение, что автомобиль проектировался от человека. То есть от человека выстраивалась дальше вся конфигурация. А ведь многие строят от двигателя. Проверяйте сами этот момент, уделяйте ему внимание, потому что это дает вам возможность долго и комфортно путешествовать. И уже дальние расстояния для вас не будут такими изнурительными, как на других машинах. На этом все. Пока. До встречи. Желаю всем мира, добра, удачи. До скорых встреч.